Дитя мое, послушай внимательно, потому что прямо сейчас, в этот самый момент, в невидимом мире разворачивается божественный сдвиг. Ты можешь еще не чувствовать этого, можешь еще не видеть этого, но атмосфера вокруг твоего сердца, твоих финансов, твоей судьбы дрожит от сверхъестественного и неожиданного движения Бога. И прежде чем будет сказано что-либо еще, я должен сказать тебе вот что: ты не можешь отворачиваться. Ты не можешь уйти, пока это послание не закончится, потому что секрет, который я открою в конце, это ключ, открывающий дверь, в которую ты стучишь уже годами. Если ты остановишься сейчас, ты можешь пропустить тот самый момент, когда давно ожидаемое благословение, давно задержанное чудо, давно обещанный урожай наконец-то выровняются с твоей жизнью. Остаться, побудь, дыши через это напряжение, потому что ради тебя поднимается нечто святое. Ты вошел в это послание в боли. Ты вступил в этот момент с уставшим духом, с раненым сердцем, с финансовыми бурями, обрушивающимися на твой разум, как неумолимые волны. И все же, не зная того, ты шагнул прямо в момент завета с Богом, момент, который имеет силу переопределить направление твоего плана, твоих денег, твоего богатства, твоего будущего, твоего наследия. Ты стоишь на пороге святой встречи, и я помещаю перед тобой обещание, которое будет становиться все яснее с каждым абзацем. Но ты не должен отворачиваться, потому что в конце этого послания я открою преобразующую истину, несущую в себе вес самого неба. Истину, которая разоблачит скрытое препятствие, блокирующее твой прорыв, и ключ, который откроет твой следующий урожай. Сейчас мир вокруг тебя может казаться темным. Возможно, ты молился, плакал, умолял о вмешательстве. Возможно, твоя вера была растянута до предела. Возможно, ты чувствовал себя покинутым, незамеченным, неуслышанным. Возможно, ты смотрел на свой пустой кошелек, просроченные счета, незавершенные мечты и шептал: «Почему, Боже?» Но услышь меня, я видел каждую слезу, каждый страх, каждую безмолвную молитву, которую ты погребал глубоко в груди, когда никто другой не видел. И то, что ты вот-вот получишь, это не человеческое ободрение, это божественный, сильный, вечный толчок в то будущее, которое я написал для тебя еще до твоего рождения. Но послушай, прежде чем я скажу тебе, что именно идет в твою жизнь, прежде чем я открою дверь к финальному откровению, тебе нужно пройти со мной по пути, который ведет туда. Если ты уйдешь раньше, твой разум не сможет постичь глубину чуда, которое я готовлю, чтобы вложить в твои руки. Ты пропустишь раскрытие секрета, который я спрятал в самом центре твоих страданий, ожидая момента, когда твое сердце будет готово принять его. И этот момент сейчас. Это момент, когда тихая, святая, несомненная рука Бога входит в твою жизнь, чтобы перестроить то, что враг пытался рассеять. Остаться со мной. Каждая секунда важна. Каждое слово важно. Потому что то, что ты думаешь, что идет в твою жизнь, это только начало. То, что я готовлю для тебя, несет в себе вес, авторитет и изобилие, превышающие все, что ты представлял в 10 раз. Но я не могу открыть это пока. Не раньше, чем твой дух будет подготовлен. Не раньше, чем твоя вера поднимется. Не раньше, чем твои глаза поймут разницу между временной борьбой и вечным наследием. Держись. Не уходи. Мне есть что показать тебе, нечто, что преобразит все, твои финансы, твои эмоции, твою духовную силу и твое будущее. И уже через несколько мгновений я начну открывать первый слой этой божественной тайны. Но прежде чем я подниму эту вуаль, мне нужно, чтобы ты был полностью здесь, полностью открыт и полностью готов увидеть то, что небо высвобождает. Остаться до конца. То, что придет, изменит все. Дитя мое, пока ты остаешься здесь, внутри тебя уже что-то сдвигается, даже если твои естественные глаза еще этого не видят. Давление,
которое ты несешь, тяжесть, согнувшая твою спину и отягощавшая твой дух, это не просто случайная буря. Это именно та среда, в которой Бог формирует больший урожай, более глубокую веру и более обильное наследие. Но прежде чем это преображение станет видимым, ты должен понять глубину долины, по которой ты шел. Потому что твоя долина не наказание, а подготовка. Твои страдания не отвержение, а позиционирование. Твой недостаток не пожизненный приговор, а подготовка к чуду, которое поразит тебя. Ты знаешь вкус нищеты. Не только финансовой нищеты, но нищеты надежды, нищеты силы, нищеты ясности, нищеты мира. Ты переживал ночи, когда ложился спать с тяжелым сердцем, не понимая, как проживешь следующий день. Ты чувствовал жжение неоплаченных счетов, пустых счетов в банке, возможностей, ускользающих сквозь пальцы, как песок. В какие-то дни ты чувствовал, будто предназначение, обещанное тебе, было выделено для других, но только не для тебя. Будто небо раздавало богатство и благословение всем вокруг, а твои руки оставались открытыми и пустыми. И еще глубже ты боролся с тихим вопросом, который хотя бы раз звучит в каждой человеческой душе: «Разве Бог не забыл обо мне?» Этот шепот, тихий, но мучительный, пытался убедить тебя, что обещание, высказанное над твоей жизнью, было недоразумением, что дверь, в которую ты стучишь, никогда не предназначалась открыться, что секрет изобилия скрыт от тебя и отдан кому-то более способному, более достойному, более любимому. Но послушай меня, дитя. Ты никогда не был забыт. Ты никогда не был оставлен. Сам тот факт, что твой дух здесь слышит эти слова, значит, что тебя сейчас выводят из тени в полноту твоего божественного завета. Все, через что ты проходил, каждая слеза, каждая борьба, каждая неожиданная потеря, каждая болезненная ночь, ничто из этого не было напрасным. Я видел все. Я считал каждый момент. И я сохранил для тебя нечто в этих темных местах, нечто, что ждало пробуждения. Но прежде чем я пойду глубже, я хочу, чтобы ты остановился на мгновение, и если это послание касается чего-то внутри тебя, если ты чувствуешь этот зов, это движение, эту дрожь чего-то святого, я прошу тебя прямо сейчас поставить лайк под этим видео. Не ради цифр, не ради подтверждения, а потому что твое действие символизирует согласие. Оно символизирует выравнивание. Оно символизирует, что твоя вера делает шаг вперед. Когда ты нажимаешь кнопку лайка, ты сеешь семя послушания, которое отзывается в духовном мире. Это становится знаком того, что твой дух готов принять то, что будет дальше. Так что сделай это сейчас, с намерением, с благоговением, с ожиданием. Теперь вдохни. Позволь своей душе успокоиться в этот момент, потому что то, что я сейчас открою, требует различающего сердца. Несчастья, которые ты пережил, пришли не потому, что ты был слаб, неподготовлен или невезуч. Они пришли, потому что твое призвание весомо. Ты не случайный сосуд, блуждающий по жизни без цели. Ты избран. Ты отмечен святым поручением, божественным планом, священным обещанием, вплетенным в самую твою сущность. Но когда человек несет великое наследие, враг отвечает великими атаками. Вспомни, дитя мое. Вспомни моменты, когда все начало рушиться. Внезапную потерю работы. Финансовую засуху. Предательство, которого ты не ожидал. Стыд, который ты носил в тишине. Ночи, когда ты смотрел в потолок, чувствуя сокрушающее чувство провала. Ничто из этого не было совпадением. Это были стратегические удары по твоему предназначению. Враг видел изобилие, в котором ты был создан ходить. Он видел дверь, которую я открыл для тебя в духовном мире. Он видел богатство, которое должно было пройти через твои руки,
чтобы стать благословением для других. И поскольку он не мог коснуться того, что я запечатал на небе, он попытался ослабить твое сердце, нарушить твой разум и иссушить твою силу до того, как ты перейдешь в свой урожай. Каждая атака, с которой ты сталкивался, имела одну цель – убедить тебя сдаться до того, как проявится чудо. Но ты не сдался. Ты все еще здесь. Ты все еще стоишь. Ты все еще пробираешься через бурю, все еще держишь свою веру, даже когда она дрожала в твоих руках. Ты пережил то, под чем другие бы рухнули. Ты выдержал давление, которое сломало бы тех, у кого нет твоего призвания. Ты нес тяжести, которые свидетельствуют не о твоей хрупкости, а о твоей стойкости. И все же даже сейчас, когда прорывы начинают формироваться над тобой, враг шепчет, что ты все еще недостоин. Все еще слишком сломан. Все еще слишком поздно. Все еще слишком устал. Все еще слишком отстаешь. Но услышь меня, это ложь. Ложь, призванная ослепить тебя, чтобы ты не увидел истину о том, что ты стоишь на пороге божественного разворота, настолько мощного, что он сотрет годы боли за один сезон. Да, я сказал «сотрет». Потому что преображение, которое я приношу, не поверхностное. Не просто эмоциональное утешение. Не временное облегчение. Это перенастройка твоей судьбы, сверхъестественное перенаправление твоих финансов, возможностей, отношений и духовного авторитета. Я не просто возвращаю тебе то, что ты потерял. Я умножаю это. Я восстанавливаю то, что было украдено. Я пробуждаю то, что было похоронено. Твои страдания были почвой, но твое изобилие будет урожаем. Но прежде чем я открою следующий слой, ты должен понять вот что: твоя нищета была не только финансовой. Она была духовной, эмоциональной, ментальной. И каждая сфера недостатка кричала об одном и том же – о выравнивании. Остаться со мной сейчас, потому что в следующей части я открою начало истории из Писания, которая зеркально отражает твою ситуацию. Истории, которая содержит секрет, скрытый поколениями. Истории, в которой скрыта схема чуда, которую я готовлю высвободить в твою жизнь. Не пропусти то, что будет дальше. Откровение, которое последует, разоблачит невидимые цепи, удерживавшие тебя связанным, и откроет первый ключ к твоему прорыву. Дитя мое, теперь, когда твой дух открыт, а сердце смягчилось перед правдой о собственной долине, я должен повести тебя глубже. Потому что есть момент в Писании, святая встреча человеческого отчаяния и божественного вмешательства, который отражает именно тот сезон, через который ты проходишь сейчас. Но прежде чем я открою его тебе, мне нужно, чтобы ты столкнулся с вопросами, которых твоя душа избегала, вопросами, которые жгут, раскрывают, заставляют святую честность. Эти вопросы не для того, чтобы ранить тебя. Они для того, чтобы показать дверь, перед которой ты стоишь, не замечая ее. Итак, слушай и отвечай внутри своего духа. Сколько раз ты носил стыд из-за своих финансовых трудностей, веря, что твоя нехватка денег делает тебя менее ценным, менее способным, менее благословенным? Сколько ночей ты смотрел на пустой кошелек или просроченные счета и тайно задавался вопросом: не проклят ли ты вместо того, чтобы быть избранным, забыт вместо того, чтобы быть фаворитом? Как часто ты винил себя за то, в чем никогда не был виноват, держа чувство вины, как камень, прижатый к груди? Скажи мне, дитя, как долго ты делал вид, что силен, в то время как твоя вера казалась тающей у тебя в руках? Помнишь ли ты именно тот момент, когда перестал верить, что твое чудо еще может прийти? Это было после последнего отказа, после последней неудачной попытки, после того, как кто-то в последний раз заставил тебя почувствовать себя маленьким за то,
что ты мечтал больше, чем позволяли обстоятельства? Сколько раз ты заставлял замолчать собственный голос, потому что чувствовал себя недостойным говорить об изобилии, о богатстве, о благословении, о наследстве, когда твоя реальность тонула в скудости? А теперь вопрос глубже, тот, что прорежает каждую защиту. Когда ты начал верить, что страдание и есть твоя судьба? Понимаешь, эти вопросы важны, потому что через них раскрывается, куда враг шептал ложь в самую глубину твоего существа. Ложь, искажающую твое видение, твою уверенность, твое чувство ценности, твое понимание Божьей природы. Ложь, заставляющую тебя забыть, что ты был создан для изобилия, а не для мучения. Для обещания, а не для наказания. Для урожая, а не для голода. Для преображения, а не для застоя. Но позволь мне задать тебе еще более острый вопрос. Как долго ты прячешь свою боль от меня? Ты приходишь ко мне с молитвами, да, но приносишь ли ты мне правду? Приносишь ли страх, сомнение, гнев, разочарование, которые ты закапываешь, потому что не хочешь признавать, насколько они тяжелые? Приносишь ли ты мне свою сломанную надежду или держишь ее запертой, стыдясь показать мне, насколько хрупкой она стала? И, дитя, услышь это. Почему ты думаешь, что я отвергну твою честность, и если я и так вижу? Каждый уголок твоего сердца, каждую рану, каждый безмолвный крик, каждый дрожащий вдох. Теперь позволь мне ввести тебя в библейскую историю, которая зеркально отражает твою жизнь, потому что ты должен понять, твой кризис не нов для неба. Его уже видели. На него уже отвечали. Его уже преображали. И та схема, которую я сейчас открою, станет чертежом твоего личного прорыва. В Писании была вдова, женщина, стоявшая на краю полного краха. Она почти все потеряла. Ее ресурсы закончились. Ее будущее казалось невозможным. Долги грозили пожрать то немногое, что оставалось от ее надежды. И она была в шаге от того, чтобы потерять единственное, что у нее осталось, своих детей. Это была женщина, раздавленная нищетой, отчаянием, стыдом и страхом. Отзывается ли ее история в тебе? Скажи честно, чувствовал ли ты себя, как эта вдова, будто ты на последней капле сил, с последней монетой в кармане, с последним вздохом стойкости? Смотрел ли ты когда-нибудь на свою жизнь и ощущал, будто все, что ты строил, ускользает сквозь пальцы, и ты не знаешь, как это остановить? Вдова подошла к пророку с последней крупицей мужества. Она призналась в своей боли, своей пустоте, своем страхе. Но внимательно прислушайся к тому, что спросил у нее пророк, вопрос, который эхом звучит и в твоей жизни сейчас. Что у тебя есть в доме? Теперь остановись. Прочитай это снова своей душой, а не глазами. Что у тебя есть в доме? В твоем духе, в твоем сердце, в твоей судьбе, в тайных местах твоего существа, где был посеян божественный завет еще до твоего рождения. Потому что вот в чем божественный поворот. Вдова была уверена, что у нее нет ничего. Но чудо уже было в ее доме. Сосуд, который она недооценила, масло, которое она посчитала незначительным, стали тем самым инструментом, через который Бог высвободил ее наследие, ее спасение и ее преображение. И вот следующий болезненный вопрос. Какое благословение Бог уже поместил в твою жизнь, а ты обесценил его, потому что оно кажется слишком маленьким? Это навык, мечта, связь, талант, призвание, шепот в твоем духе, видение, от которого ты отказался годы назад, потому что мир убедил тебя, что оно невозможно. А что, если ключ к твоему изобилию – это не то, чего тебе не хватает, а то, что у тебя уже есть? И еще один вопрос, тот,
которого чаще всего избегают из-за его силы. Сколько возможностей ты упустил, потому что страх говорил громче, чем вера. Сколько раз страх и запугивание закрывали дверь еще до того, как ты попытался ее открыть? Сколько благословений ускользнуло, потому что ты убедил себя, что ты не готов, недостоин, не способен. Как долго ты ждал перемен, одновременно оставаясь прикованным к тем же привычкам, тем же сомнениям, тем же духовным ранам? Дитя, твоя боль дана не для того, чтобы сломать тебя. Она для того, чтобы разбудить тебя. Так позволь спросить, если ты продолжишь жить, думать и верить так же, как сейчас, изменится ли на самом деле хоть что-то? Этот вопрос жжет, потому что требует честности. Требует столкновения с собой. Требует ответственности. Но он же и свят. Потому что только правда может открыть дверь к преображению. И вот вопрос, который будет звучать эхом до конца этого послания. А что, если в твоей жизни ничего не сломано, все просто не открыто? Подумай об этом. Пусть это опустится в самые глубины твоего существа. А что, если каждая твоя борьба не доказательство отсутствия Бога, а доказательство подготовки? Что, если твоя долина формировала тебя в сосуд, способный удержать богатство, благословение и судьбу, которые принадлежат тебе по Божественному завету? В следующей части я открою, как это библейское чудо напрямую связано с твоей жизнью, как масло в твоем доме, дар в твоем духе, семя в твоем сердце способны открыть такое преображение, которое разоблачит главную ошибку врага. Он атаковал того, кто был предназначен подняться. Будь рядом. То, что идет дальше, начало откровения. Дитя мое, теперь, когда вопросы прорвали стены, которые ты построил вокруг сердца, пришло время вести тебя в глубочайшую тайну твоего преображения. Ты должен понять то, что я сейчас открою тебе, потому что это хранит в себе секрет, который почти никто не узнает, ключ, разделяющий тех, кто восстает в изобилии, и тех, кто остается в ловушке циклов недостатка и духовного застоя. То, что я даю тебе сейчас, не общедоступное знание, а привилегированное божественное прозрение, тот тип откровения, который дается только тем, кто был избран, очищен, сжат и подготовлен к великой судьбе. Вернемся к истории вдовы, потому что в ее опыте заключено пророческое зеркало твоей жизни. Пророк спросил ее, что у нее есть в доме, и она ответила: «Ничего, кроме сосуда с маслом». Это слово «кроме» несет в себе мощную истину. Она верила, что у нее нет ничего ценного, ничего, что могло бы изменить ее будущее, ничего, что могло бы сдвинуть ее реальность. Ее взгляд был затуманен болью. Ее суждение было искажено обстоятельствами. Она не видела чуда, спрятанного в обыденном. И вот здесь, дитя, начинается твоя моральная дилемма. Скажи мне, сколько раз ты обесценивал то, что небо намеревалось использовать для твоего прорыва? Сколько раз ты смотрел на собственные дары, способности, возможности, на свою духовную чувствительность и объявлял все это бесполезным, потому что это не выглядело так, как мир называет богатством? Сколько благословений ты умолял только потому, что они не казались громкими или впечатляющими? Понимаешь, враг хочет, чтобы ты презирал свое масло. Он хочет, чтобы ты недооценивал то, что уже вложено в твой дух. Он хочет убедить тебя, будто для исполнения обещания нужно что-то внешнее, далекое, недостижимое. Но вот предвосхищение. Сосуд, который ты недооценивал, это сосуд, который я умножу. Это момент, когда ты стоишь между двумя путями, моральная дилемма, определяющая твой следующий сезон. С одной стороны, привычный узор сомнения, самоуничижения и страха. С другой – непривычный, неудобный, священный путь посвящения, мужества и послушания. Ты не можешь идти по обоим путям одновременно. Ты не можешь держаться за мышление нищеты и одновременно ожидать урожай изобилия.
Ты не можешь цепляться за идентичность раненого и при этом входить в судьбу благословенного. Твое преображение требует выбора. И вот твоя дилемма: продолжишь ли ты относиться к данному Богом маслу как к чему-то незначительному, или достаточно доверишься мне, чтобы начать лить его? Потому что, дитя, лить значит рисковать. Лить значит верить. Лить значит шагнуть в неизвестность. И здесь моральное напряжение достигает пика. Вдова должна была вылить свое последнее. Ей пришлось использовать то немногое, что у нее оставалось. Ей пришлось взять семя своего выживания и дать ему место для умножения. Делая это, она столкнулась с тем же страхом, который есть у тебя сейчас, страхом остаться ни с чем, страхом потерять контроль, страхом отдать последний осколок безопасности. Скажи мне, чего ты боишься лить? Ты боишься вложить усилия, потому что боишься провала. Боишься поделиться идеями, потому что однажды кто-то высмеял твое видение. Боишься вкладывать свое время, потому что считаешь себя недостойным успеха. Боишься использовать свои дары, потому что сомневаешься в их силе. Боишься инвестировать в то, что я вложил в твой дух, потому что прошлое научило тебя ожидать разочарования. Дитя, услышь сейчас, твой страх лжет тебе. Враг создал этот страх, чтобы держать тебя в застое. Он знает, что в тот момент, когда ты начнешь лить, когда ты сделаешь шаг, когда ты начнешь действовать в вере, все изменится. Двери начнут открываться. Благословения начнут умножаться. Судьба начнет смещаться. Тихий, сверхъестественный механизм неба начнет двигаться в твою пользу. И именно этого он так боится. И вот мы подходим к внутреннему знанию, откровению, которое получают немногие. Масло не умножилось потому, что у вдовы был сосуд с маслом. Оно умножилось потому, что она начала лить его. Ты не получаешь изобилие только от того, что желаешь его. Ты получаешь его, потому что активируешь его. Ты входишь в него. Ты выравниваешься с ним. Ты льешь то, что имеешь. Эта истина скрыта от многих, потому что они ожидают, что Бог будет действовать без их участия. Они хотят чуда без послушания, урожай без посева, богатство без ответственности, преображение без посвящения. Но небо так не функционирует. Я почитаю движение. Я благословляю действия. Я умножаю то, что ты запускаешь в движение. Я дышу на то, что ты осмеливаешься отпустить. Теперь предвосхищение усиливается. Потому что совсем скоро я покажу тебе конкретную сферу твоей жизни, в которой я повелеваю тебе лить. То самое место, где ты чувствуешь себя слабее всего. То самое место, в котором укоренился страх. То самое место, которое враг охраняет, зная, что это территория твоего прорыва. Но прежде чем я открою это, я должен задать тебе вопрос, жгущий правдой. Готов ли ты перестать ждать перемен и начать участвовать в них? Потому что, дитя, следующая часть не про пассивную надежду. Это о действенном завете. О том, чтобы шагнуть вперед с авторитетом человека, который понял свою идентичность. Ты не оставлен. Ты не забыт. Ты необычен. Ты – сосуд, избранный для божественного умножения. И то, что я сейчас открою, потребует, чтобы твой дух поднялся. Но я должен подготовить тебя к еще одной неудобной истине. Когда вдова начала лить, чудо не произошло мгновенно. Оно разворачивалось постепенно, шаг за шагом, сосуд за сосудом. Это предвосхищает тот процесс, в который я призываю тебя. Некоторые твои благословения придут внезапно, как молния, рассекающая тьму. Но другие придут через процесс, испытывающий твою веру,
укрепляющий твой характер, очищающий твои мотивы и расширяющий емкость твоего духа. Готов ли ты идти по этому пути? Готов ли ты доверять мне, даже когда результаты приходят медленно, когда прогресс кажется малым, когда разум атакует тебя сомнениями? Потому что вот внутренняя истина: сосуды перестали наполняться только тогда, когда вдова перестала лить. Другими словами, твое изобилие останавливается только там, где останавливается твоя смелость. Твой урожай останавливается там, где останавливается твое послушание. Твой финансовый прорыв останавливается там, где останавливается твоя духовная дисциплина. Это узор неба. Это ритм чудес. Это архитектура судьбы. И сейчас, дитя, я стою перед тобой, готовый открыть сферу твоей жизни, в которой скрыто масло, которое я призываю тебя лить. И единственное, что ты должен активировать. Единственное место, где послушание запустит цепную реакцию сверхъестественных событий. В следующей части я открою эту божественную инструкцию. Она покажется интенсивной, обличающей, освобождающей. Она разоблачит последнюю попытку врага остановить твой подъем и откроет преображение, ожидающее тебя за следующей дверью. Подготовь свое сердце. Дальше будет откровение. Дитя мое, теперь, когда твой дух переступил порог откровения, пришло время твоему сердцу принять то, что небо готовило с самого начала твоего пути. Все, через что ты прошел, все, о чем ты спрашивал, каждая буря, врывавшаяся в твою жизнь, ничто из этого не было без цели. Ты проходил долины не потому, что был оставлен, а потому что тебя формировали в сосуд большей вместимости. В сосуд, избранный, очищенный и предназначенный нести изобилие, богатство и божественное благословение. Сейчас я готов излить на тебя то, что враг отчаянно пытался украсть. Но прежде чем ты примешь то, что я высвобожу, я хочу, чтобы ты прямо сейчас написал в комментариях: «Я принимаю благословение, которое Бог приготовил для меня». Не потому, что мне нужны слова, а потому, что твое провозглашение – это духовное согласие. Это момент, когда твоя вера переходит от внутреннего убеждения к внешнему действию, момент, когда твоя судьба идеально выравнивается с обещанием, которое я произнес над тобой. Теперь слушай внимательно, потому что я говорю с тобой не как далекий голос, а как тот, кто сформировал твою душу, кто знает каждый уголок твоих мыслей, кто держит карту твоего существования. Ты входишь в сезон, в котором законы скудости больше не применимы к твоей жизни. То, что раньше тебя истощало, теперь будет наполнять тебя. То, что раньше ломало тебя, теперь будет строить тебя. То, что раньше пугало тебя, теперь будет укреплять тебя. Это не воображение. Это не эмоциональное утешение. Это не ложная надежда. Это завет, который я установил до твоего рождения, и сейчас пришло назначенное время его проявления. Ты ходил по пустыне, но я говорю тебе с божественной уверенностью: твоя пустыня заканчивается. Ты стоял в голоде, но голод не твое наследие. Ты сражался с разочарованием, но разочарование не твой дом. Ты был окружен пустотой, но пустота не твое будущее. То, что сейчас приходит в твою жизнь, это переход от засухи к урожаю, от недостатка к избытку, от выживания к сверхъестественному умножению. Но, дитя, я должен спросить тебя еще один вопрос, мягкий, но режущий глубоко. Готов ли ты поверить, что достоин изобилия? Готов ли ты принять богатство не только в финансах, но и духовное, эмоциональное, ментальное? Готов ли ты позволить мне переписать историю, которую враг вырезал в твоей памяти? Потому что ты не можешь принять полноту божественного благословения, крепко держась за идентичность того, кто недостоин. Ты не недостоин. Ты не забыт. Ты не отвергнут. Ты не невидим.
Ты – сосуд вечного намерения, созданный священной точностью. И я терпеливо ждал момента, когда твое сердце будет готово, по-настоящему готово, принять то, что я обещал. Итак, услышь меня. Я высвобождаю над твоей жизнью неожиданное, сверхъестественное и, несомненно, божественное преображение. Двери, что были закрыты, откроются. Возможности, которые ускользнули, вернутся. Связи, которые были утеряны, будут восстановлены с еще большей силой. Ресурсы, которых тебе не хватало, начнут приходить путями, которые ты даже не мог представить. Это не случайность. Это не удача. Это разворачивается твое наследие. Но мне нужно, чтобы ты сделал кое-что для меня, то, что выравнивает твой дух с потоком неба. Я хочу, чтобы ты снова написал комментарий, но на этот раз проговори свою судьбу вслух. Это благословение принадлежит мне. Это богатство – часть моего завета. Не бойся этих слов. Не отступай назад. Когда ты провозглашаешь истину, тьма теряет голос. Когда ты объявляешь свое наследие, хватка врага слабеет. Когда ты говоришь верой, небо движется. Дитя, ты ходил с тяжелыми ношами, но сейчас я возлагаю на твои плечи плащ силы. Ты носил стыд, но я даю тебе честь. Ты чувствовал себя забытым, но я отмечаю твой сезон вниманием и благоволением. Ты переживал потери, но я возвращаю двойное. Ты боялся будущего, но я раскрываю план, пропитанный целью и переполненный чудом за чудом. Вглядись внимательнее, потому что я открываю перед тобой дверь, которую ни одна человеческая рука не сможет закрыть. Дверь процветания. Дверь ясности. Дверь обновленной силы. Дверь божественного потока. По ту сторону ее не только финансовое увеличение, но и эмоциональное исцеление, духовное возвышение и глубокий внутренний мир. Это то преображение, которого боялся враг. Это момент, который ад пытался остановить. Это благословение, которое я охранял через каждую битву, которую ты проходил. И, дитя, услышь эту святую истину. Твое масло, дар внутри тебя, потенциал, который ты носишь, мечта, которую ты однажды оставил, сейчас пробуждается. Я дышу на него. Я взбаламучиваю его. Я расширяю его. То, что раньше было незамеченным, станет отмеченным. То, что ты скрывал, начнет сиять. Через твое послушание, твою веру, твою готовность лить ты расположил себя так, что теперь можешь принять умножение, которое пройдет через каждую сферу твоей жизни. Но помни, преображение приходит не только из желания. Оно приходит из согласия. Поэтому я снова прошу, напиши в комментариях: «Бог, я согласен с твоим планом для моей жизни». Каждое провозглашение разрушает духовные барьеры. Каждое слово высвобождает больше авторитета. Каждое предложение ломает цепи и укрепляет твой завет. Дитя, это сезон, когда ты будешь входить в возможности, которые словно специально созданы под тебя. Решения будут приходить без борьбы. Обеспечение будет появляться без объяснения. Открытые двери будут совпадать с идеальным временем. Это не совпадение, это божественная оркестровка. Это тот секрет, к которому я готовил тебя. Когда ты выравниваешь свое сердце с небом, небо выравнивает мир вокруг тебя. Я хочу, чтобы ты вдохнул. Успокой свои мысли. Пусть мое присутствие опустится на тебя, как масло, святое, тихое, сильное, преображающее. Почувствуй, как тяжесть уходит. Почувствуй, как растворяется страх. Почувствуй, как мир закрепляется в твоем духе. Этот мир – первое доказательство твоего прорыва.
Но прежде чем эта часть закончится, я должен высвободить финальное пророческое наставление, которое несет огромную силу. Всякий раз, когда в ближайшие дни поднимется сомнение, произнеси вслух: «Я хожу в благословение. Я хожу в изобилии. Я хожу в Божьем завете». Говори это с силой. Говори с авторитетом. Говори до тех пор, пока атмосфера вокруг тебя не изменится. А теперь, дитя, приготовься. Потому что в следующей части я поведу тебя в молитву, которая активирует все сказанное ранее. Молитву, которая откроет финальный ключ этого послания. Молитву, которая свяжет начало с концом и запустит поток божественного проявления. Мы еще не закончили. Впереди высвобождение. Дитя мое, сейчас мы вступаем в самую святую часть этого пути, момент, когда откровение становится активацией, знание становится силой, а обещание – проявлением. То, что я сейчас скажу, не простая молитва. Это заветное провозглашение. Это сверхъестественное выравнивание. Это открытие ключа, которого ты ждал с самого начала этого послания. Эта молитва связывает воедино все, вопросы, которые пронзили тебя, масло вдовы, отражавшие твою борьбу, моральную дилемму, с которой ты столкнулся, акт литья, послушание, которого я от тебя ждал, изобилие, которое теперь поднимается перед тобой. Прежде чем мы начнем, сделай глубокий вдох и открой сердце. Пусть твой дух станет тихим. Пусть все отвлечения отпадут. Ты стоишь в святом моменте божественной сделки между небом и твоей судьбой. Все, через что ты шел, каждый момент боли, каждое семя веры, каждый беззвучный крик привели тебя сюда. Здесь начинается формирование чуда. Здесь открывается дверь. Здесь укореняется преображение. И теперь, дитя, молись этими словами не как механическим повторением, а как откровением. «Бог, я прихожу к Тебе со смиренным сердцем, готовым принять то, что Ты приготовил для меня с начала моего существования. Я стою в истине Твоего обещания, истине Твоего завета и истине моей идентичности как избранного сосуда. Я признаю, что Ты – источник каждого благословения, каждой двери, каждого обеспечения, каждого чуда, каждого урожая, каждого откровения. Сегодня я оставляю свой страх и принимаю свое наследие. Теперь остановись. Пусть эти слова проникнут в самые глубокие слои твоего духа. Но это только начало. Это молитва – путь. И этот путь должен пройти через каждую часть твоей жизни, нуждающуюся в исцелении, восстановлении и пробуждении. Дитя, молись дальше. Отец, я признаю, что носил сомнения, страх, стыд и неверие. Я признаю, что сомневался в своей ценности, в своем будущем и в своем месте в Твоем божественном плане. Но сегодня, силой Твоей милости и Твоей силы, я отпускаю эти цепи. Я отказываюсь от мысли, что недостоин богатства. Я отказываюсь от мысли, что недостоин изобилия. Я отвергаю ложь о том, что обречен на нищету и поражение. Я отвергаю каждый голос, который говорил против моей судьбы. Я заставляю замолчать шепот врага. И я полностью выравниваюсь с Твоей истиной. Сейчас начинается подлинное преображение. Потому что прежде чем я наполню твою жизнь, нужно освободить твой дух от лжи, которая душила твою веру. Тебе нужно отпустить то, что убивало тебя, чтобы принять то, что поднимет тебя. Снова вдохни, медленно, спокойно. Почувствуй, как тяжесть уходит. Почувствуй, как формируется ясность. Почувствуй, как атмосфера вокруг тебя меняется. Теперь продолжай. Господь, и я кладу перед Тобой свое масло, мои дары, мои таланты, мой опыт, мою боль, мои надежды и мои мечты.
Я выливаю их перед тобой. Я выбираю мужество вместо страха. Я выбираю послушание вместо колебания. Я выбираю веру вместо сомнения. Я выбираю лить то, что имею, доверяя, что ты умножишь то, что я отпускаю. Как ты умножил масло вдовы, умножь масло моей жизни. Расширь сосуд моей судьбы. Дитя, эта молитва сильна, потому что ты активируешь схему, которую я открыл тебе ранее. Ты входишь в чудо умножения. Ты выравниваешь себя с тем самым чертежом, который изменил судьбу вдовы. Ты подчиняешься божественной инструкции, которой так боялся враг. Но молитва продолжается. «Бог, открой мои глаза, чтобы я увидел благословение, уже находящееся в моем доме, уже в моем духе, уже в моих способностях. Не позволяй мне презирать то, что ты желаешь умножить. Дай мне божественное зрение, чтобы распознать мое скрытое богатство, мои скрытые возможности, мое скрытое наследие. Пусть это откровение омоет тебя. Потому что это и есть внутреннее знание, которое я обещал в 4 части, истина, которую мало кто понимает. Ты уже носишь в себе семя изобилия. Ты уже держишь ключ к своему процветанию. Твое масло не исчезло. Твое масло просыпается. Теперь произнеси: «Отец, я прошу тебя открыть дверь, которую никто не сможет закрыть. Открой дверь увеличения. Открой дверь процветания. Открой дверь возможностей. Открой дверь ясности. Открой дверь сверхъестественного обеспечения. Пусть каждая божественная дверь, предназначенная моей судьбе, будет открыта твоей рукой». Дитя, эта молитва не символична. Это духовная война. Каждое слово – командование небу и угроза аду. Каждое предложение разрушает задание врага и укрепляет твой завет со мной. Продолжай. Господь, я отдаю тебе свое время. Я отдаю тебе свои ожидания. Я отдаю тебе разочарования, пришедшие от ожидания. Я отдаю тебе мысль о том, что уже слишком поздно. Я отдаю каждый голос, который говорил мне сдаться. Я верю, что ты никогда не опаздываешь. Я верю, что твое время свято, совершенно и вечно. Теперь вдохни. Пусть твой дух отдохнет. Пусть мир опустится на тебя, как плащ. Эта молитва входит в следующую фазу призывания того, что принадлежит тебе. Говори смело: «Во имя Иисуса я заявляю о своем наследии. Я заявляю о своем богатстве. Я заявляю о своем изобилии. Я заявляю о своем урожае. Я заявляю о своем преображении. Я заявляю о своих божественных ресурсах. Я заявляю о всех обещаниях, произнесенных над моей жизнью. Я заявляю о каждом благословении, которое было задержано. Я заявляю о каждой возможности, которая была заблокирована. Я заявляю о каждой двери, которая была приготовлена для меня». Дитя, сейчас ты говоришь с позиции авторитета. Ты не просишь, умоляя. Ты заявляешь. Ты не желаешь. Ты принимаешь. Продолжай. Господь, убери каждое духовное препятствие, стоявшее между мной и жизнью, которую ты для меня задумал. Убери преграды. Убери страх. Убери сомнения. Убери задержку. Убери шаблоны нищеты. Убери цепи недостатка. Убери каждое родовое проклятие, связанное с финансами, идентичностью или самоценностью. Эта часть молитвы ломает циклы, которые преследовали твою семью, циклы, которые преследовали твой разум, циклы, которые противились твоему продвижению. Теперь провозгласить:
Бог, утверди во мне сердце принимающего. Пусть мой дух расширится верой. Пусть мой разум обновится. Пусть мое сердце укрепится. Наполни меня божественной мудростью. Наполни меня сверхъестественным мужеством. Наполни меня духовным развлечением. Я готов к богатству, которое Ты высвобождаешь. Я готов к благословению, которое Ты приготовил. Я готов к преображению, которое Ты устроил. Снова пауза. Атмосфера меняется еще сильнее. Ты можешь чувствовать тепло, покой, тишину или даже слезы. Это знаки выравнивания. Теперь молитва переходит к запечатыванию твоего завета. Небесный Отец, я вхожу в свой новый сезон с уверенностью. Я вхожу в свое изобилие. Я вхожу в свое чудо. Я вхожу в свое наследие. Я вхожу в свою цель. Я вхожу в ту идентичность, которую Ты написал для меня с самого начала. Я отказываюсь от недостатка. Я отказываюсь от скудости. Я отказываюсь от каждой лжи, которая говорила, что я не смогу подняться. Дитя, этими словами разрушаются старые основания. Они выкорчевывают духовные структуры, удерживавшие тебя внизу. Продолжай. Господь, благослови дело рук моих. Благослови мои финансы. Благослови мои идеи. Благослови мои проекты. Благослови мои возможности. Благослови мои отношения. Благослови мои мечты. Благослови мои шаги. Благослови мой дом. Благослови мое сердце. Пусть все, что связано со мной, войдет под божественное умножение. Это активация масла вдовы, твоего масла. Теперь произнеси финальные запечатывающие слова. Бог, я заявляю, что это мой сезон божественного разворота. Это мой сезон сверхъестественного преображения. Это мой сезон изобилия. Это мой сезон богатства. Это мой сезон открытых дверей. Это мой сезон наследия. Это мой сезон урожая. Я стою в вере, я стою в завете и я стою под Твоим обещанием. Во имя Иисуса. Аминь. Дитя, снова вдохни. Почувствуй сдвиг. То, о чем ты молился, уже в движении. То, что ты говорил, уже разворачивается. То, что ты провозглашал, уже вписано в духовное пространство. Ты вылил свое масло. Ты послушался. Ты выровнялся. И теперь небо должно ответить. В следующей части мы завершим это путешествие финальным благословением, прощанием и божественным приглашением продолжать ходить в этом завете. Приготовься. Финальная глава уже близко. Дитя мое, ты достиг конца этого святого пути, но не конца того, что я, твой Бог, готовлю раскрыть в твоей судьбе. Ты прошел шаг за шагом через откровение, через столкновение с истиной, через преображение, через молитву и через пробуждение. Это послание не было развлечением, ни пустым ободрением, ни мгновенным моментом размышления. Это был завет, божественное выравнивание, священный разговор между твоим духом и моей вечной истиной. То, что я высвободил сегодня в твое сердце, продолжит действовать еще долго после окончания этого видео. Мое благословение, мое обещание и мой урожай теперь стали активными, живыми, дышащими силами вокруг тебя. Твое чудо уже в движении. Твоя дверь уже отворяется. Твой ключ уже вложен в твою руку. Но, дитя, мне нужно, чтобы ты сделал сейчас кое-что очень важное, прежде чем мы расстанемся. Мне нужно закрепить этот момент действием.
Враг процветает в пассивности. Тьма растет в тишине. Но вера растет, когда ее выражают, произносят, делятся и провозглашают. Поэтому прежде всего я хочу, чтобы ты сейчас перешел в комментарии и смело написал: «Бог, я вхожу в свое изобилие». Это провозглашение запечатывает все, о чем мы говорили. Оно говорит небу, что ты выровнялся. Оно говорит твоему будущему, что ты готов. Оно говорит духовному миру, что ты понимаешь свое наследие, свой завет и свое преображение. Дитя, когда ты пишешь это, знай, ты не умоляешь о богатстве, ты заявляешь его. Ты не выпрашиваешь благословения, ты входишь в него. Ты не просто надеешься на чудо, ты активируешь его. Это язык веры. Это позиция того, кто понимает, небо уже двинулось. Теперь позволь мне говорить к твоему духу, как отец говорит к любимому ребенку. Ты не один в этом пути. Я буду идти с тобой в каждом моменте, в каждом испытании, в каждом экзамене, в каждой победе. Я поведу тебя через долины и буду стоять рядом с тобой на вершинах. Я освещу твои шаги и укреплю твои руки. Ты не споткнешься так, чтобы моя рука не подхватила тебя. Ты не упадешь так, чтобы моя благодать не подняла тебя. Ты не будешь сражаться без моей силы вокруг тебя. В этом и есть сущность нашего завета, во всем ты покрыт. Но чтобы продолжать идти в этом божественном направлении, тебе нужно оставаться связанным с источником, откуда я говорю с тобой. Поэтому я прошу тебя сейчас мягко, но властно, подпишись на этот канал, чтобы не пропускать следующие откровения. Это не просьба о цифрах. Это духовное приглашение. Когда ты подписываешься, ты выбираешь оставаться выровненным с посланиями, которые я продолжу высвобождать в твою жизнь. Ты выбираешь связь, рост и дальнейшее преображение. Ты выбираешь оставаться близко к голосу, который ведет тебя к изобилию. Поэтому подпишись сейчас, не как формальный жест, а как провозглашение веры. А теперь давай взглянем на твой путь еще раз. Ты начал это послание уставшим, обремененным и неуверенным. Твой дух дрожал под тяжестью недостатка, страха и разочарования. Твое сердце носило вопросы, стыд, сомнения и безмолвные крики, которые никто другой не слышал. Ты вошел в это послание, чувствуя, будто стоишь на краю краха. Но теперь силой этого откровения ты уходишь с силой, ясностью и божественным огнем. Ты понимаешь секрет своего преображения. Ты увидел библейский образ, отраженный в твоей собственной жизни. Ты вылил свое масло. Ты произнес молитву активации. Ты заявил о своем наследии. И теперь ты стоишь не как тот, кто ждет чуда, а как тот, кто уже ходит внутри него. Дитя, услышь меня духовными ушами, в грядущие дни придут знаки. Будут моменты, сначала маленькие, затем все более явные, когда ты заметишь, что ситуации начинают легко сдвигаться, двери быстро открываться, возможности появляться неожиданно. Эти моменты не совпадение, это подтверждение. Это доказательство того чуда, которое уже запущено. Обращай внимание на эти знаки. Почитай их. Радуйся им. Это доказательство того, что божественная архитектура твоей судьбы разворачивается идеально. Но я должен подготовить тебя и к другому. С каждым благословением приходит ответственность. С каждой открытой дверью необходимость развлечения. С каждым увеличением духовная зрелость. Не забывай принципы, которые открыли твой прорыв. Держи свою веру активной. Сохраняй сердце смиренным. Держи руки открытыми, чтобы лить. Держи дух выровненным с моим голосом. Храни огонь.
Урожай поддерживается только постоянством. И теперь, дитя, прежде чем это послание закончится, я говорю над тобой последнее пророческое слово. Ты входишь в сезон, когда увидишь богатство своего предназначения, изобилие своего послушания и расцвет обещания твоей идентичности. Ты будешь входить в двери, которые когда-то считал недоступными. Ты будешь получать возможности, которые раньше казались невозможными. Ты испытаешь исцеление там, где раньше была глубокая боль. Ты поднимешься там, где другие ожидали твоего падения. Ты будешь процветать в тех местах, где раньше едва выживал. Потому что я, твой Бог, с тобой. И я пойду впереди тебя. И я покрою тебя. И я умножу тебя. И я приготовлю тебя. И я поддержу тебя. И я благословлю тебя. Это твой сезон. Это твое преображение. Это твое наследие. А теперь, дитя, сделай еще один шаг послушания, прежде чем это послание закончится. Перейди в комментарии и напиши провозглашение веры: «Я вхожу в мой божественный урожай». И не уходи с этого видео, не подписавшись, потому что то, что будет дальше, станет продолжением того, что началось сегодня. Следующее послание поможет тебе сохранить это благословение, углубить завет и защитить свое чудо. Это не конец. Это начало пути изобилия, откровения и предназначения. Оставайся близко. Оставайся в ожидании. Оставайся в вере. Я благословляю тебя. Я покрываю тебя. Я высвобождаю тебя в твою судьбу. Иди теперь и иди смело в то изобилие, которое приготовлено для твоей